Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор. Вяжется он очень-очень легко и просто, запоминается быстро, несмотря на то, что рисунок формируется как в лицевых, так и в изнаночных рядах. Вот получается такое кружевное вязание, которое идеально подойдет для летних вещей. Также можно использовать его для более теплых плечевых изделий в виде отделки. Хорошо этот узор будет смотреться в декоре, подушечки какие-нибудь сделать или пледики. Вот так этот узор выглядит, когда мы вяжем снизу вверх. Если же вязать от горловины, он будет смотреться вот так. С моей точки зрения, менее эффективно, хотя тоже очень интересно. Изнаночная сторона этого узора гладкая, ровная, имеет вот такой вот вид. Для вязания этого узора можно использовать практически все виды ровной пряжи, кроме фантазийных. Фантазийные, с моей точки зрения, в ажурах смотрятся не очень интересно. Подойдут как натуральные, так и смесовые ткани. Также хорошо он будет смотреться в искусственных и синтетических ниточках. К примеру, если вы возьмете искусственный шелк, этот узор заиграет особой красотой и прелестью. В видео я хочу вам показать, как выполняется один раппорт узора, который состоит из 20 петелек в ширину и 12 рядов в высоту. Но у этого узора есть некоторая особенность. В лицевых и изнаночных рядах количество петель не будет совпадать. Но тем не менее это не будет усложнять работу над ним и его исполнение. Я прикреплю сейчас схему этого узора. Схема это для вязания по кругу. Я же буду вязать поворотными рядами. В принципе, оно не очень отличается. Единственное, что если вы вяжете поворотными рядами, вы меняете на изнаночной стороне лицевые петельки на изнаночные. И, соответственно, наклон петелек тоже меняется. Итак, приступим. Как я уже говорила, количество петель в этом узоре на лицевой ряд и изнаночный будет отличаться. Для набора петель мы будем исходить из количества петель в лицевом ряду. Лицевой ряд, раппорт, составляет 20 петель. Соответственно, вы набираете столько раз по 20, какое количество раппорта вам нужно для изделия. Я буду провязывать один раппорт этого узора, поэтому я набрала 23 петли. 20 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочная, я ее просто снимаю. Далее идет 7 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек так, чтобы у меня не было скрещенной петли. И провязываю их, подхватывая за вторую петлю, как 2 вместе лицевой петлей. Далее идет у нас 4 накида через одну лицевую петлю. То есть делаем накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид. И дальше идут 2 вместе лицевой петлей с наклоном влево.
6 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6. Это я закончила вязать один раппорт данного узора. Вы вяжете такое количество раппортов, которое вам нужно, и при поворотном вязании заканчиваем вязание одной лицевой петлей симметрии и кромочная петля. Второй изнаночный ряд вяжется вот таким способом. Кромочная, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные вместе, изнаночной петлей с наклоном вправо. Для этого я опять меняю расположение петелек. Подхватила 2 петельки и провязываю их изнаночной петлей. Далее я вяжу 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все накиды я провязываю изнаночной петлей. Далее у меня 2 изнаночные вместе с наклоном влево. Нить перед работой и просто беру 2 петельки эти и провязываю их изнаночной петлей. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это конец раппорта. Далее петля симметрии также идет изнаночная и кромочная петля. Третий ряд. Кромочная петля. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевой вместе с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли. 1, 2, 4 накида через лицевую петлю, 1 накид лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот провязала я их. И 4 лицевые петли. Это я закончила раппорт узора. Лицевая – это петля симметрии и кромочная петля. Четвертый ряд. Кромочная. 4 изнаночные петли. 2, 3, 4. 2 изнаночные вместе с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель, нить перед работой, подхватываю вторую петельку, потом первую петельку и провязываю одной изнаночной петлей. Далее идут лицевые петли до 2 вместе. Теперь вот 2 вместе изнаночной. Они очень хорошо видны, потому что те, которые были 2 вместе в предыдущем ряду, вот здесь дужка такая утолщенная идет. Их хорошо видно. Петли не нужно считать в каждом ряду, сколько вы провязываете. И вот здесь я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Далее идет 3 изнаночные петли, 2, 3. Раппорт окончен. Изнаночная петля симметрии и кромочная петля. Следующий ряд узора. Кромочная.
3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо. Переснимаю, чтобы не было скрещенных петель, и провязываю за вторую петлю 2 вместе. Вот такая вот косичка у нас получается. Далее 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 4 накида через лицевую. Первый накид лицевая, второй лицевая, третий лицевая, четвертый лицевая петля, четвертый накид и далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном влево. И заканчиваю раппорт 2 лицевыми. Далее лицевая петля симметрии и кромочная петля. Когда вы будете уже провязывать узор, вы увидите, что вот здесь есть центральная вот петелька. И от нее делаете по 2 накида через 1 лицевую. Это я говорю для того, чтобы, возможно, вам так проще будет запоминаться узор. Нюансы, которые, как я запоминаю конкретные узоры. Следующий ряд у нас идет изнаночный. Кромочная, 2 изнаночные, 1, 2. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение. Вы смотрите по тем петелькам, которые у вас получаются в зависимости от техники, которую вы применяете в вязании. Далее 15 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 вместе изнаночной петлей с наклоном влево. И 1 изнаночная петля. Мы провязали с вами половину раппорта данного узора в высоту. Вот что у нас получается. Здесь уже начинается формирование вот этой волны. Здесь зависит от того, хотите ли вы, чтобы низ изделия был волнистый или прямой, вот как у меня в образце. Это все зависит от того количества провязанной планки, резинки, которую вы захотите. Если хотите волнистый край, то нужно просто набрать петельки и сразу начинать вязать исполнение узора. Плюс к тому, когда вы проводите ВТО, нужно эту волну не выпрямлять, а наоборот ее подчеркивать. Это все делается при влажно-тепловой обработке. Итак, 7 ряд. Кромочная петля, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе с наклоном влево. 13 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это мы сейчас формируем вот этот уголочек. Провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид. Это я закончила провязывание одного раппорта узора. Далее идет у меня 1 петля симметрии лицевой и кромочная петля. 8 ряд. Кромочная, 4 изнаночные, 1,
2, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Провязываю обычным способом. Далее идет 11 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Обычно я не считаю это количество, потому что по рисунку это все видно. Вот у меня сейчас будет 2 вместе изнаночные с наклоном вправо. То есть я не должна не довязать одну изнаночную петлю до 2 вместе. 2 вместе очень хорошо видны. Вот 2 эти дужки. Чтобы провязать 2 вместе изнаночной, я меняю расположение петельки, нить перед работой, подхватываю вторую петельку, потом первую и провязываю их как 2 вместе одной изнаночной петлей. Далее у меня идет 3 изнаночные петли. Я закончила провязывать раппорт этого ряда. Вы провязываете то количество, которое вам нужно. Далее 1 изнаночная петля симметрии и кромочная петля. Следующий ряд узора: кромочная, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее, наверное, 9 будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. 1, 2. Накид, лицевая, накид. Это я закончила провязывать раппорт этого ряда. Далее петля симметрии лицевая и кромочная петля. Следующий ряд изнаночный. Кромочная. Изнаночные петли я провязываю до 2 вместе. Вот я вижу, что здесь утолщенная изнаночная петля. Значит, сейчас я буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей с наклоном влево. Далее 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я не довязала одну петельку до 2 вместе. Теперь я меняю расположение петли, нить перед работой, за вторую петельку, потом за первую подхватила и провязываю изнаночной петлей. Далее я вяжу 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. Закончила раппорт. Петля симметрии изнаночная в изнаночном ряду и кромочная петля. 11 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Нужно здесь следить, чтобы не было скрещенных петель, и вот эта косичка получалась ровная. Далее 4 лицевые петли. 2, 3, 4, 5, простите, лицевых петель.
петля симметрии лицевая и кромочная петля. Последний ряд нашего раппорта, это мы провязываем кромочная, 6 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот довязала до двойной петельки. Теперь 2 вместе изнаночной с наклоном влево, вот таким образом. 3 изнаночные петли, 1, 2, 3. Теперь 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, подхватываю вторую, первую петлю и провязываю одной изнаночной петлей. Далее 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я закончила провязывать раппорт узора. 1 изнаночная петля симметрии и кромочная петля. Вот мы с вами провязали один раппорт узора. Вот он, его расположение. В зависимости от того, как вы будете проводить ВТО, вот он будет получаться или вот таким объемным, вот этот носик такой, или же вот плоским, как у меня в образце. То есть этим узором можно играть, варьировать, как вам удобно, как вы видите этот узор в своем готовом изделии. Надеюсь, вам понравился узор и мой мастер-класс. Всем легких петелек. До встречи на канале.